Как и любой другой город с богатой историей, Зальцбург, конечно же, красив, но имеет свои темные стороны. Вот о них сегодня и поговорим. Зальцбург. Город Моцарта, Альп и открыток, от сиропности которых аж зубы сводит. Но под этой сладкой глазурью тоже скрывается кое-что мрачное. Поэтому давайте заглянем за завесу туристической сказки. Начнем с крепости Хоенс-Зальцбург. Высокая, неприступная, символ города. Но знаете, что внутри? За мной всем известная крепость Хоенс-Зальцбург. Не только резиденция епископов, но и тюрьма для их противников, еретиков и алхимиков. Да, архиепископы держали тут еретиков и бунтарей. Камеры тесные, сырые, выйти живым было не в их стиле. А как вам алхимики? Они зачастую работали под крылом церкви, искали золото, философский камень и эликсир бессмертия. Потратил годы и деньги церкви, а результата не получил? Решение простое. Вешаем ярлык «колдун» и добро пожаловать в темницу на цепь. А вот эта башня за моей спиной, Ректюрм, была оборудована камерой для пыток. Ее стены до сих пор молчат о том, что там творилось. Что скрывают эти подземелья? Крюки и цепи в стенах прозрачно намекают на ее зловещее прошлое. Мало кто выходил отсюда живым. А вот чтобы сгладить мрачное впечатление от подземелья, тут разместили веселенькую экспозицию из кукол. А еще народ развлекается тут тем, что пытается представить себя средневековым рыцарем. Чуть ниже крепости Нонбергское аббатство. Это старейший женский монастырь в немецкоязычном мире. С 714 года тут молятся монахини, но тоже не все так благостно. Он стоит на старом языческом холме. Вспомните-ка, кого тогда приносили в жертву. А в средние века аббатство служило тюрьмой для провинившихся аристократок. Их запирали в кельях для покаяния, подумать о грехах. Кельи как клетки, выход только в небо. От аббатства спускаемся еще ниже, на кладбище Святого Петра. Оно одно из старейших в Европе, аж с 696 года. Могилы, кованые кресты, тишина. Здесь похоронены, кроме знатных семей города, сестра Моцарта Нанерль, а также брат композитора Йозефа Гагдна Михаэль, который очень плодотворно сотрудничал с Моцартом. Но это не про покой. Тут еще и катакомбы в скале. Они датируются IV-V веками и, вероятно, служили убежищем для первых христиан во времена гонений. А еще Зальцбург у Альп – это красиво, но опасно. Река Зальцах не раз топила город. В 1899 году старый город почти полностью ушел под воду. Дома, улицы. Люди теряли все,
а вода не щадила. Тем не менее, строились тут снова. Сегодня туристы с энтузиазмом фотографируют набережную, а река молчит, не решаясь напоминать о себе. Когда город ждет новый потоп, нам не дано предугадать. Дворец Леопольдскрон – картинка из культового фильма «Звуки музыки». Но знаете, кто там тусовался? Нацисты. Официальные приемы, встречи с союзниками Гитлера. Теперь там отель, но стены помнят и мрачные страницы истории. Современные темные истории Зальцбурга менее очевидны, но они тоже есть. Горожане жалуются, что туризм душит Зальцбург. Центр для приезжих, местные бегут из-за цен. Город-музей, где все на продажу. Культура – скорее шоу для фото. Кто тут живет настоящей жизнью? В общем, Зальцбург не только открытки с Моцартом и горы. Это место, где переплелись власть, насилие, эксплуатация и борьба с природой. Красота с привкусом мрака. Но согласитесь, эти темные стороны не умаляют его очарования, просто добавляют глубины его истории.